Он дал им последний шанс. В Вашингтоне больше не улыбаются, не подбирают формулировки и не играют в долгие дипломатические прелюдии. Дональд Трамп смотрит на часы и, кажется, впервые за долгое время действительно готов хлопнуть дверью. Вопрос только в том, кто окажется по другую сторону – Зеленский, Европа или все вместе. Но обо всем по порядку. Нажмите на паузу, подпишитесь на нас и обязательно поставьте лайк, а мы продолжаем. Сюжет, который еще недавно казался невозможным, сегодня обсуждают даже те, кто привык не верить ни одному слову из Белого дома. Либо Киев и его кураторы из так называемой коалиции желающих принимают мирный план Трампа, либо Соединенные Штаты переходят к жестким мерам. Без уточнений, без красивых обещаний, без дипломатического шелка. Трамп на прямой вопрос о том, как именно будет выглядеть свободная экономическая демилитаризованная зона на Донбассе, отвечать отказался. «Я не хочу это делать сейчас. Это очень сложная ситуация», — сказал он и тем самым дал понять больше, чем любой развернутый брифинг. Вместо слов — действия. В Европу отправляется спецпосланник президента США Стив Уиткоф, человек, которого в Вашингтоне не посылают ради протокольных фотографий. Его визит — это не дипломатический тур, а ультиматум, аккуратно завернутый в папку с грифом «Последний шанс». Уиткоф летит в Германию, где в это же время обещал появиться Владимир Зеленский для встречи с лидерами Германии, Британии и Франции. Символичнее и не придумаешь. Именно Берлин, Лондон и Париж сегодня являются главными оппонентами плана Трампа по Украине. Именно они громче всех говорят о принципах, ценностях и недопустимости компромиссов. И именно к ним летит человек, которому поручено сказать простую и неприятную вещь. Времени больше нет. В администрации президента США уже не скрывают раздражения. Там прямо говорят, что Трампу надоели встречи ради встреч. Визит Уиткофа – это не начало нового раунда, а конец затянувшейся игры. В Берлине перед встречей, помимо Зеленского, будут президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц. Изначально они хотели выработать некую общую позицию, с которой затем отправиться в США и попытаться говорить с Трампом на равных. Но Трамп их опередил. Ему не нужна их общая позиция. Ему нужно согласие с его планом. Все остальное – лишний шум. Главная проблема, как и прежде – территория. Донбасс. Тот самый вопрос, который Зеленский не готов принимать. Его стратегия в последнее время выглядит все более нервной. Вбрасываются заявления, которые сначала можно трактовать как готовность к компромиссу, а затем они же аккуратно опровергаются или уточняются. В результате никакой ясности, только ощущение бесконечной мышиной возни и попыток выиграть время. В Вашингтоне эту тактику прочитали давно, и она там больше не работает. По мнению Трампа, Украина уже проигрывает этот конфликт и проиграет окончательно, если боевые действия продолжатся. Цена будет страшной именно для Украины, не абстрактной, не символической, а вполне конкретной. Люди, экономика, будущее. Европа, увлеченная собственными декларациями, предпочитает этого не слышать. Отсюда и раздражение, и резкость, и нежелание обсуждать детали публично. Трамп действует как бизнесмен, а не как идеолог. Он не видит смысла в долгих переговорах, если результат предсказуем. Либо стороны принимают условия и начинают реальные переговоры с Россией, либо США меняют правила игры. Что именно означает «жестко», в Белом доме не расшифровывают, но в Европе прекрасно понимают, какие рычаги у Вашингтона есть. Ирония ситуации в том, что именно Европа так влияет на Украину, а Зеленский в роли человека, который боится сказать «да» и не решается сказать «нет». Его лавирование между заявлениями, союзниками и внутренними страхами становится все более заметным и все менее убедительным. Визит Уиткофа – это момент истины. После него уже нельзя будет сослаться на недопонимание, нехватку информации или неподходящий момент. Трамп ясно дал понять – либо его план принимают, либо США перестают быть частью этой игры в прежнем формате. И тогда каждому придется отвечать за свои решения самостоятельно. Мирный план Трампа Зеленскому не нравится. Он неудобный, жесткий, лишенный привычных иллюзий. Но именно поэтому он и стал реальным вариантом, а не очередной декларацией. Вопрос теперь не в том, хороший он или плохой, а в том, хватит ли у Зеленского и европейских лидеров смелости признать очевидное.
Потому что следующий шаг Вашингтона может оказаться куда менее дипломатичным. И тогда кликбейтные заголовки сменятся совсем другими новостями, которые уже нельзя будет пролистать. Вот такие новости, друзья. А посмотрев это видео, что думаете вы? Поделитесь в комментариях. До скорой встречи, всем хорошего дня!